Всем привет, дамы и господа! Ну, не знаю, насколько смотрят дамы, но господа знаю, что смотрят точно. Игорь, привет! Это Игорь Рубикон. Ну что, друзья, перед тем, как нырнем, собственно говоря, в нереальной грязи, где ходят только князи, на этих двух машинках, собственно, Рубикончикс и не Рубикончикс, а патрульчикс. Друзья, надо спустить немножечко воздух. Правда, Игорь? Да. Как настроение? Настроение отличное. Огонь. Спускаем, подкачиваем и проверяем, колеса, давление. В общем, подкачуны мы еще те. Ну что, друзья, дальше в лесу уже увидимся. Так, сегодня новый чудесный день, и мы опять собрались в лес. Сегодня у нас только два подготовленных внедорожника. Наша цель опять горочки и покататься по грязи, естественно. Подкачали колеса, немножко спустили. Сейчас погоним в лес. Ну что, друзья, в общем, первое, уже какие-то грязи мы проехали, но вот прошел Игорь на своей бибизеке. Заехали мы на небольшую лужицу. Смотрим, как здесь мы прыгаем. Здесь лужа совсем небольшая, но прыгать будем. Так, проверяем, как наш джипик поедет. Здесь есть небольшое количество льда. Страшно, блин! Да, страшно, блин, да. Так вот валит он по льду. Здесь немножко лед прокрошил, и все нормально, в принципе. Я чудо проехал, руки трясутся. Стремно, блин. Если честно, колбасило нереально. Тут лед просто пипец. Для огурец, не знаю, но... Ну, прошли хорошо. Ну все, движемся вперед. В общем, что-то там немного Игорёня присел, походу. Колда дрындится он там с таким сложностями какими-то. Но может и не так сложно, может там какие-то коряги-моряги, он выезжает, походу. В общем, самое сложное, видимо, позади. Нам теперь предстоит пройти вот эту вот дорогу добра. Я вот эту лужу проехал, здесь был лед, раздолбал весь лед. Браунеру сейчас проще, потому что уже льда нету. Лужа, конечно, здесь такая большая, и сейчас он просто тянет уже лед. Реально, и камера не передает вообще высоту. И сейчас горку, которую брали, потому что, конечно, там горка жесть. Вот. И, ну, во всяком случае, для меня, как для дилетанта, я первый раз за рулем на оффроуде, то выглядит это все, конечно, ну так, знаете, экстремально, охрененно. Ну что, мы с Дариусом поменялись местами. О, едем. Как видите, едем. Конечно, дрынди-брындится все вокруг, но Дариус напряжен, но гора она поможет. Ну что, как говорится, в нормальную мы тему приперлись.
Горочка, мама, не горю, я вам скажу. Конечно, камера не передает реально, но если в жизни посмотреть на это все, то коленки встречаются. 45 градусов. Каких-нибудь. Так, наша любимая гора. Мы сейчас будем спускаться. Если что, орите громко. Вот, конечно, вид офигенный, если честно, по красоте. Наклон, вот здесь вот наклон 30 где-то градусов показывает, 35. Ну здесь он 40, до 40 градусов доходит наклон здесь вот. Дариус за рулем. И он впервые едет с этой горы. Гора вот такая жесткая. ЦУ как бы я ему дал как ехать. На понижайке на первой скорости. И спокойненько рулем сильно не крутиться и спускаться не спеша. Так что вот так вот. По чуть-чуть, с большими глазами он для себя впервые опускается не спеша с этой горы. Опыт для него был хороший. Так, ну и сразу поехал наверх. Без остановочки. Смотрим, как у него получится. Ну, тоже относительно легко, никаких проблем нету. Так что все хорошо. Сейчас мы тоже сразу наверх поедем. Все, он заехал, все круто. Заехал. Цепь полетела на раздатке. В общем, Игорёня попробовал на горку. Горка такая, ну, довольно атмосферная. Снимая с машины, извините, на улице говнопогода. Вот, и пробовал, но, в общем, не добрался до верха, там, потому что там жижа реально. Идет дождь, все это превращается в такое, извините, добрище. И это добрище приводит машину, ну, вы поняли, куда, взад. Игорёня, как дела? Ну, я не знаю, будет попытка вторая или нет. Вот, но, во всяком случае, видимо, по всему Игорь хочет взять эту горку. Сейчас мы и посмотрим, произойдет это или нет. Дариус, как думаешь? Какие у тебя Думаю, мысли? скорости мало ему было. Если честно, я тоже думаю, что там скорости мало, но что-то должно произойти. И, видимо, сейчас произойдет. Одного пассажира снимают, чтобы легче было. Да, он это сделал. Он это сделал. Очередь. Так, наш джипик пытается подняться на эту высокую гору. Смотрим, что получится. А, разгон уже не получится, уже разгона нету. Нету разгона, ничего не получится.
О, сразу чувствуется, что газу дал и хоть двигатель работает. Заехал. Хоть на эту горочку, и то хорошо. Сниму. Вот у нас новый пассажир. Скажи, да, новый пассажир. Я теперь уже водитель. Новый водитель. Водитель должен смотреть на дорогу, а не снимать. Правда? Или как? Ну, я смотрю на дорогу и снимаю одновременно. Круто. Да, круто. Вот такая у нас компания. Сегодня сзади сижу. Смотрим, как мы гоняемся. Непривычно для тебя место, не? Ну, нет, да. Сзади я обычно рядом сидел, но это мелочи. Тоже надо это самое попривыкать, когда другие возят. Это ж приятно. Ну вот, Игорь пошел, и сейчас мы за ним будем тоже на Рубикончике дрындиться. Ну что, всем привет. Я, допустим, первый раз сегодня за рулем именно на оффроуде. Дариус Второй раз пассажиром. отлично. Ну что, посмотрим, как там у нас остальное все двигается. Эту лужу в прошлый раз мы не проехали. Ну, в эту лужу сегодня я проехал лично. Конечно, здесь вон льда еще дофига. Ну, ребята поедут в объездку. Неделю назад мы это все неделю назад проезжали. Как бы не проблема. Эта машина единственная застряла вот в самом конце. Потому что, видишь, здесь сейчас много очень... Видишь, волна идет впереди. И потом лед, видишь, много очень льда идет впереди. Видишь, лед много. И потом, когда вот мы выезжаем, видишь, этот лед, он впереди большая гора. И вот он в этом может застрять. О, видишь, все. Я же говорю, что вот он сейчас застрянет. Потому что... Вон, видишь, сколько там этой самой льда? Ну, уже меньше, потому что в прошлый раз... Опять лед не разломан. Здесь, видишь, мы лед подаемся с ним, потому что нам надо об него проехать. Проехали мы эту лужу. Видишь, здесь лед нагибается, как вперед натягивается. Очень высокий, получается, берег. Смотри, как он нагибает, видишь, едет вперед, и лужа идет вперед, тоже идет. Волна идет впереди машины. Смена водителя. Поедет сейчас коллега из Литвы. Впервые сел на эту машину и поехал по латвийским лужам. Уехал относительно быстро, все круто, никаких проблем. Здесь, конечно, льда нету уже, все круто. Ну и наш джипик. Купаемся. Неделю назад здесь был лед, лед мы раздолбали.
Привет, привет! Знакомые лица в лесу. Заплыв. Поехали на лужу уже. Прошлую неделю мы эту лужу очень жестко долбали, лед. Но сейчас льда у нас нету, все раздолбано. Просто катаемся по воде. Но воды очень много. Вон впереди видно аж сантиметров 20. Смотри, как он нагоняет волну. О, очень жестко, но очень много. Да. О, с первого раза нагнали эту волну. После нашей лужи до сих пор еще вода текет обратно, которую мы подняли. Ну и вот здесь вот море колеблется. Так, наш джип едет. Даже летом мы тут сидели в этой луже. И здесь еще лед не был разбит у нас. Ну, ему-то проще сейчас будет. Иду по отличной дороге и смотрю, радуюсь, как выглядят грязевые ванны. Вот такая вот интересная дорога впереди. И еще и непонятно, кто когда по этой дороге ехал. Я тут смотрю, что да, тут идти трудно. Тут кто-то впереди вот застрял, большие эти самые канавы, кто-то проезжал. Вау! Ну здесь разрыто офигенно. Вот люди здесь любят кататься. Ну, вот такое месиво. По этой дороге мы проехали. Я здесь, по-моему, 2 раза был только по этой дороге. Зимой я здесь был 1 раз. И прошлой весной, мне кажется. Но сейчас здесь, конечно, все по-другому. Все по-другому. Лед, вода, грязь. Самое главное, непонятно, кто тут ездил. Здесь вот много следов. И квадрики ездили. О, здесь ничего себе такой. О, тут. Здесь раньше была яма. Я падал в эту яму. Здесь была очень большая яма. А сейчас тут ямы нет. Она еще до сих пор лед здесь. Здесь до сих пор лед. Но главное, чтобы не провалиться в эту яму. Так, ну и дальше что? Главное дойти вот до того. Что? Сейчас я приду. Сейчас я засниму. И мне кажется, мы там дальше нет смысла ехать. Мы там точно не проедем. Заехали в другую локацию. Особо не снимали. Пока все едем, все хорошо, грязи много. Как мы любим. Ну вот, немножко прокатимся вот по этой вот небольшой лужице. Ну, ничего там такого не было. Ну вот, я уже прошел эту лужицу. Сейчас посмотрим, как Игорёня порвет ее.
Думаю, что хорошо все должно быть. Джип попал под лед и не может никак выехать. Газует, стоит на месте. Ну, вроде выехал. Едь назад! Едь назад! С разгону назад! Еще назад, еще назад. Назад. Теперь поворачивай. Выехал. Хорошие грязевые ванны у нас сегодня. Ну и все-таки зима. Пошел снег у нас зимой. Здесь вон небольшие ямки грязевые. Ну и все отлично. Надо учиться. А ты говоришь, не проедет. А ты говоришь, не проедет. Ну как? Берешь свои обратно слова? Да. Да. Ну что, мы зарубиконились, к Рубикону пришли. И Рубикон, вот он. Осталось его пройти. Либо переехать, либо пройти. Либо переплыть. Либо перейти. Но вот у нас шанс такой, что, вернее, идея такая, что мы это пройдем. Но пройдем ли это мы? Лайкайте это видео, господа. Мы же для вас снимаем. Подписывайтесь на канал. Ну что, а мы готовы? Практически готовы помыть машины. Что, наш джип поехал тоже? В тумане весь. Так, что-то он... Хочешь, чтобы я проехал, что ли? Ну давай, я чуть-чуть подальше проеду. Ой, как он трещит. Трещит как.